Всем привет, друзья! Пожалуй, первое, что должно появиться в любой мастерской, это, конечно же, стол, за которым можно будет работать. Так как площадь моей мастерской маленькая, и я не могу позволить себе много разных станков, то я постараюсь в одном столе уместить все деревообрабатывающие инструменты, которые понадобятся мне в дальнейшем. В этом столе планирую разместить циркулярку, фрезер, фуганок и лобзик. Купил я себе профильную трубу 40 на 40, 2 мм толщиной, и теперь из нее буду варить стол. Вместе с варкой стола еще и учусь варить, так как только недавно купил себе сварочный аппарат и особого опыта по сварке не имею. Но все хочется сделать самому. Купил дедушке на староконном старый фуганочный вал высотой 10 см, и сейчас под него утапливаю стол, чтобы все в этом столе получилось максимально компактно. Для того, чтобы стол не ездил у меня по всей мастерской, решил его закрепить, предварительно выставив по уровню. Для самой столешницы выбрал фанеру 15 мм. Конечно, понимаю, что это мало, но бюджет больше не позволил. Также понимаю, что площади самого стола распиловочного мне не хватит для выполнения всех нужных работ, поэтому решил сделать по сторонам из такой же толщины фанеры два откидных стола на навесах с примитивными ножками. Итого стол получился 3 метра на 1,50 м, без фуганка. Далее займусь установкой всех инструментов. Первое это будет фрезер. Выкручиваю накладку, заменяю короткие болты на более удлиненные. Размечаю, где фрезер будет в столе. Утапливаю место под накладку. Проверяю, чтобы ничего нигде не торчало. Те же операции произвожу по установке циркулярной пилы. Так как двигатель тяжелый, он немножко отвешивает циркулярку, поэтому нет угла 90 градусов. Решил эту проблему, просто притянув его лентой к столу. Теперь получилось точно 90 градусов. Также решил установить в стол лобзик, авось пригодится.
Так как мастерская неотапливаемая, то стол из-за конденсата стал быстро ржаветь, поэтому решил его быстренько покрыть. Называется грунт эмаль по ржавчине. Приступаю к установке фуганочного вала. Креплю основу под двигатель. Все инструменты у меня будут подключаться к электрике через вот такие кнопочки. Это я решил для того, чтобы не втыкать в розетку каждый раз нужный мне инструмент. Вот и лобзик пригодился. Соединение будет на обычных клеммах. С обратной стороны с помощью соединительных клемм я буду вставлять вилку. Она идеально подходит для этого, то есть с одной стороны у меня будет питание 220, а с другой стороны на таких клеммах будет держаться электроинструмент, который в случае необходимости можно будет выкрутить. Вот так это все выглядит изнутри. Конечно, заизолирую все контакты, и будет все красиво. Пускатель для фуганка решил оставить, который шел с ним. Все-таки инструмент более мощный. Все провода аккуратненько спрятал под столом. Ничего не висит, не болтается. Можно пробовать. Вал для фуганка у меня получился мощный, но очень малооборотистый. В будущем его, конечно, буду менять. Проверяю циркулярку, фрезер и лобзик. Ремень на вал у меня идеально подошел с автомобиля Deo Sense, размер 10 на 725. Запускается двигатель конденсатором. Сам по себе вал неплохо сбалансирован, несмотря на то, что он старенький. Как видите, сверло, которое я поставил на стол, не падает. Конечно, вибрации передаются, но сам баланс неплохой. Далее варю основу под столы фуганка. Из того же профиля соорудил вот такие конструкции. Сначала понял, что сварил что-то не так, но потом переварил их в середину. И теперь все правильно. Просверлил отверстие для того, чтобы зажимать конструкцию в столе. Далее я пытался сделать параллельный упор из фанеры. Напилил, нафрезеровал, собрал, но получилась вот такая вот качеля. Ну, думаю, сейчас все переделаю, сейчас все будет красиво. Соберу на клей, сделаю ребра жесткости, выставлю ровно по планке.
И все будет красота. Но опять все-таки кривизна фанеры дала о себе знать, и все равно этот параллельный упор у меня остался кривой. Угла 90 градусов у меня не получилось, поэтому упор оставлю на лучшие времена. А пока займусь самой примитивной кареткой, для того, чтобы можно было доски торцевать. Вернемся к фуганку. Вот такие конструкции у меня получились. Я пропилил профиль для того, чтобы можно было его вверх-вниз поднимать. Просверлил отверстие под фанеру. Внутрь вставил 3 шайбы для компенсации расстояния между профилями. Выставил строго по уровню. Фанеру спилил под углом для того, чтобы ближе подходила к валу. Ну, хотя, конечно, сам понимаю, что из фанеры столы не делаются. Но на первое время, думаю, сойдет. Когда столы выставлены по уровню, можно приступать к настройке самых лезвий вала. Лезвия с валом мне достались хоть и старенькие, но очень острые и хорошо заточенные, плюс двухсторонние. С помощью магнита в точке максимального подъема ножей фиксирую, проверяю линейкой и зажимаю. Глубину съема буду регулировать с помощью обычной линейки. Она имеет ровно миллиметр толщиной, примерно на миллиметр, и хочу выставить толщину съема древесины. Параллельность столов проверял правилом, в видео не попало. Также, зная свою невнимательность во многих делах, сразу позаботился о безопасности. Если, не дай бог, мою штанину затянет в этот двигатель, то его ни руками, ни ногами уже не остановишь. И будет мотать меня до потери пульса. Поэтому сразу подумал о защите крутящихся элементов. Приварил к столу дополнительно примитивную конструкцию. Просто профиль распилил надвое, сделал буквально 2 отверстия. И из фанеры буду лепить простейшую защиту. Вот такая вот маска Дарт Вейдера получилась, и сейчас ее будем крепить. Вот такая получилась защита. Снизу есть место для отвода стружки. Ни сбоку, ни сверху она мне не мешает. Также уже в процессе работы я понял, что мой стол немножко просел, но этого и следовало ожидать, всего лишь 15 мм фанера. Поэтому приварил снизу ребро жесткости из того же профиля. Ну и что, друзья, можно сказать, тестовый прогон моих инструментов. Беру обычную доску, вырежу из нее небольшую заготовку
и буду фуговать. Слава богу, настроил циркулярку так, что у меня получается идеальная 90 градусов. А вот фуганок получился очень медленным. Сам двигатель у меня всего лишь на 1000 оборот, но у него немножко больший шкив, поэтому максимум 1500 у меня получается на валу, а это катастрофически мало, и заготовку очень сильно отбрасывает назад, когда пропускаешь ее через вал. В будущем, конечно, когда появятся деньги, в первую очередь поменяю этот двигатель на более оборотистый. Для безопасности сделаю толкатель. Даже несмотря на скорость, обработка получается более-менее хорошая. Немного повырывала древесину на сучках. В целом довольно-таки неплохая отделка. Конечно, хотелось бы лучшего, но это все со временем. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Любая модернизация, которая будет происходить у меня в дальнейшем, увидите на моем канале. Подписывайтесь. Хорошего дня. Всем удачи.